Выгляжу, конечно, просто восхитительно, но я и проснулся минут 20 назад. Сегодня первый день летнего семестра, и я решил, что будет прикольно в качестве такого легкого эксперимента его подснять вот как полностью лайв-блог. Что я делаю, куда иду, что ем. Вообще, обычно по понедельникам и вторникам я просыпаюсь очень рано. Ну, то есть очень рано, это часов в 5 утра. Где-то вот в этом диапазоне. Это у меня в привычку вошло еще со времен экзаменов. Потому что просыпался, доготавливался там, и так далее. Да и пусть спать особо не хотелось в то время. Но что-то я ни вчера не смог встать. Я подумал, ну окей, вчера на пар не нужно было, сегодня попробую. И сегодня мне приснилось, что я проснулся рано, а на самом деле нет. То есть у меня произошел просыпательный инсепшн, из-за чего я встал как встал, но у меня еще 3 часа до занятий. А это значит, что я успею себя нормально привести в порядок, собраться и даже, может быть, что-то сделать. Все говорят, что завтрак – это один из самых важных приемов пищи. Но я не буду с этим спорить, и поэтому все-таки что-то позавтракать нужно. Я не понимаю людей, которые могут взять и пропустить завтрак. Вернее, понимаю, потому что я сам был таким, но когда есть время, типа, ребят, лучше позавтракать. Да, я положил 2 пакетика чая, потому что чай здесь очень не крепкий. И кофе здесь очень не крепкий. Он вкусный, но он не крепкий. И вы это почувствуете, если вы приедете и попробуете, условно говоря, капучино в Москве и капучино в Аламоутсе, например. Прям вот разница есть, даже макдачный. Итак, на завтрак у меня сегодня тосты, пудинг и чаек. Тосты будут с джемом, с соусом песто с томатами и с хумусом. Хумус – это просто развал кабины, как же я люблю хумус. А вот эти булочки – это как вот в Макдональдсе к завтраку подают. Сначала вот это все безобразие нужно обжарить, и только потом уже добавим топпинги по вкусу. Кстати, вот это вот вид из окна кухни. Это вот соседнее общежитие, тут столовка находится, вот этот купол такой маленький, зеленый, это православный храм, кстати. Вот там еще одно общежитие, и там же находится прачечная, общага, там вот с граффити тоже общага, и по-моему, да, и вон там тоже общаги, причем это общага для тех, кто приезжает по Эрасмусу. А когда вот нет такой облачности, когда ясно, можно увидеть горы. Кстати, вот как выглядит кухня. Тут вот находятся плиточки, микроволновочка, господи, как неудобно, и раковины, шкафчики. Причем шкафчики, которые подписаны, они все относятся к комнатам, условно говоря. То есть у нас вот есть шкафчик, у других комнат есть шкафчик и так далее. Можно повесить замок, можно не вешать замок. Верхние шкафы никак не пронумерованы, но они в основном выполняют какую-то такую общехозяйственную функцию. Типа тут вот вытяжку спрятали, а те шкафчики просто пустые. Не знаю, зачем на них повесили типа двери, просто чтобы было. Вообще я понимаю, почему я так поздно проснулся, потому что я поздно лег. Поздно я лег, потому что мне почему-то было очень душно и жарко, и я долго не мог уснуть. Это плохо, потому что у меня в субботу тусовка намечается в ночь, и к этому дню, к этой ночи, мне бы хотелось набрать запас уже организма, так сказать, и силы, выносливости, чтобы это дело вывести. Я сделаю 1 с джемом, 1 с песто и 2 с хумусом, чтобы посытнее было. Вот так это выглядит в готовом варианте. Единственное, что пришлось сменить джем на конфитюр, который я однажды случайно купил, потому что впервые на моей памяти испортился джем. Это вообще возможно? А вот это продолжение моего завтрака. Это витамины. Это для глаз, это суставы и прочее, это цинк, это D3. Да. И до этого я еще пробил это там для иммунитета, потому что
Здоровье начало подводить, и я решил с этим что-то делать. Так, у меня осталось где-то полчаса, так что самое время запаковаться, собраться, намарафетиться и выдвинуться на занятия. В прошлом семестре я взялся за привычку в первый учебный день ходить в костюме, так что продолжаем. Костюм, рубашка, без галстука, потому что галстук душит. И шарфом, бомбером все это дело украсим. Полтора месяца я очень сильно отвык от того, чтобы ходить на занятия. Ну, да, как-то так. Ну, в каком-то смысле мне кажется, что я проснулся, но это не точно. Эх, вот они, родные стены. Вообще, я иду вот такой красивый, да, тут музычку слушаю. Вообще, мне надо было ускоряться, потому что я, конечно, очень красивый, но я немножечко опаздываю из-за этого. Да, ёпт. Dospět k porozumění znamená úspěšně interpretovat text nebo repliku. Одна пара позади. Сейчас окно в 2 часа. И еще 2 пары. Хочу сейчас гонять обратно в общагу, взять с собой таблетку от головной боли, а то что-то голова шумит. И что-нибудь перекусить надо бы. На самом деле не так много вещей в этой жизни меня могут взять, просто заставить, типа там, по ходу движения повернуть голову. Но иногда от мимо проходящих девушек так вкусно пахнет. Господи, что у вас за духи? Я чисто возвращаюсь на респаун подлечиться. Вся таблеточка во мне, надеюсь, она подействует. Сейчас тогда пойдем в торговый центр, потому что мне нужно купить поп-сокет, потому что очень неудобно вот так вот держать телефон, это раз. Во-вторых, не всегда безопасно, когда в каком-то движении ты снимаешь, у тебя нет какой-то дополнительной поддержки, кроме твоей клешни. Я еще взял дополнительно блокнотики. И после этого пойдем, наверное, купим себе что-нибудь перекусить и сядем уже делать небольшие такие делишки. А вот и цель нашего назначения. Все, я его прикрепил, и с ним реально как-то покомфортнее ходить. Особенно с ним комфортно на скейте кататься, там на сноуборде, когда ты еще кого-то снимаешь, тогда ты прям точно уверен, что он тебе не выпадет. Вообще сейчас на улице довольно тепло, и это удивительно, потому что сегодня в прогнозе погоды должен был быть снег, а мне типа в шарфе уже даже немножко жарковато. В принципе, такая погода, да, там до середины февраля меня вполне устраивает. Прикупился в булочной франтишек с маком, короче, что-то с маком и что-то хлебобулочное с корицей. Короче, очень вкусная фигня, стоит всего тут типа 60 рублей за штуку, вообще кайф. Ну, погнали на вторые пары. Čili to druhé stanovisko, takový ten pragmatický střed, jo, to je to pojetí, že interpretace je... Ну, осталось еще 1,5 часа, и первый учебный день закончится. Так, ну я это дело пережил. Последняя пара была просто диалогом, очень хорошим завершением дня. Мы просто поговорили о том, чем будем делать в течение семестра, там, на какие темы писать это все дело и так далее. Мне осталось только перенести записи, смонтировать видео, и в целом все на сегодня. Так что приступим. Все, я все сделал. Осталось только смонтировать это видео, поужинать, да лечь спать. Если вам понравилось, обгружайте лайки, пишите комментарии. Может быть, еще разок это сделаю. Пока.